Давай разбирать районы. Вот Бемово, Воля, Торгувек, Прага. Насколько сильно аэропорт может влиять на стоимость недвижимости. Это будет один из наибольших транспортных портов, как аэропортов, так и ЖД вокзалов. Исходя из этого, на самом деле, меняется цена на недвижимость. Как только первая лопата зайдет в землю, сразу там плюс 20%. Такой район, как Влохи и Урсус, из-за того, что повысится комфорт жизни, вырастут опять в цене. Логично, если подумать. Пока вот это прямо справедливо. Ну да. Какие районы скоро вырастут в цене и на что я смотрю, когда анализирую и думаю, а что вообще вырастет в цене, а что нет. Что самое главное? Какие основные факторы? Часто это логистика. Смотря на то, как развивается логистика и куда людям вообще надо ехать, и надо ли вообще ехать. Исходя из этого, на самом деле, меняется цена на недвижимость. Мерять расстояние, особенно в столице, надо по-кличковски. Это как? Да, то есть 50 километров нужно ехать 2 часа, или как надо говорить. Время. Ты не меряешь в километрах, ты меряешь в минутах расстояние. Вот и все. Так это надо делать. И вот, смотри, что важно. Есть такая штука, как просто быстро куда-то доехать. Это одно. Это мы смотрим метро, трамвай в основном, да, для большинства людей. Или широкая дорога, на которой нету пробок, да, или нет светофоров. А есть еще один момент. Это в целом плотность движения. Плотность движения в районе или в городе. Плотность движения, она, например, может быть вызвана очень важным фактором, таким как самый большой в Европе транспортный порт, ЦПК, центральный порт коммуникационный, который в Баранове сейчас вот начинают строить. Да? Этот порт в Баранове будет построен между Лодзью и между Варшавой. Это будет один из наибольших транспортных портов, как аэропортов, так и ЖД вокзалов. И если подумать, какое количество людей будет каждый день приезжать в Варшаву, то можно предположить, что восточная часть Варшавы и район Урсус, и, например, там все, что до центра доезжает, могут вырасти в цене. Почему? Потому что просто будет приезжать оттуда больше туристов, которым где-то нужно ночевать. И в целом вот от Баранова до Варшавы 50 километров — это золотая такая магистраль, которая, по моему мнению, очень сильно вырастет в цене, и на это стоит обращать внимание. Когда будет этот порт? Вроде бы как хотели уже с 27 года там какие-то рейсы первые запускать, но исходя из планов строения, это минимум 10 лет начинает сейчас, то есть полностью он будет готов и полностью функционировать где-то через 10 лет, то есть где-то в 34 году. Да, все верно. Для недвижимости это небольшой. Смотри, это вообще в целом небольшой темп. Вроде бы кажется, это много, да? Но мы с тобой уже в том возрасте, когда можем сказать, типа, эти 10 лет очень быстро как-то пролетели. Ну, честно, да? Ты вчера, условно, я помню, как я садился в поезд, в автобус, впервые в жизни ехал в Польшу, как вчера помню. Помню, что говорил, помню родственников и так далее. Шаришь? Эти 10 лет, они вот как-то вот так вот и пролетели. Поэтому да, еще следующие 10 мы с тобой... Если будем обсуждать ЦПК, да, то мы такие, а помнишь мы там? А вот 10 лет прошло, а он уже вот есть. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам, внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. И не отходя от аэропортов, насколько сильно аэропорт может влиять на стоимость недвижимости. Есть в Варшаве очень красивый, классный, современный аэропорт, называется аэропорт Шопена. И этот аэропорт хотели закрыть вообще, но решили переформатировать, да. Момент еще такой, что этот Шопена, я был удивлен, он находится достаточно близко внутри города, понял? Ну, как-то вот прям в городе как будто. Да, он в городе, но у него так посадочные и взлетные полосы поставлены, прям по окружной, прям вот не над городом самолет летит, а прям вот очень-очень там, где машины, сбоку. Там, где поля какие-то, да? Да, в основном там. Но все равно, видишь, есть район Влохи, есть район Урсус, это восточный и южно-восточная Варшава, которые активно в последнее время прям застроили. И сейчас, проживая там, ты слышишь шум самолетов. Да, есть такое. Ты тоже слышишь, их рукой можешь там достать с последнего этажа. Они очень низко там летают, их много, и там, условно, каждые 20 минут что-то прилетает. Поэтому принято было решение, что как только запустят первые самолеты в этом ЦПК, так сразу же все сообщение воздушное перейдет туда, пассажирское. А Шопен аэропорт будет использоваться для грузовых перевозок и для военных целей. Соответственно, намного-намного меньше этих самолетов будет летать. А это значит, что такой район, как Влохи и Урсус, из-за того, что повысится комфорт жизни,
вырастут опять в цене. Логично, если подумать. Пока, вот это прямо значит, справедливо. Ну да. Давай разбирать районы, да? Или мы уже как бы плавно Смотри, пошли? Сложно прям каждый район разбирать, потому что чтобы район сильно вырос в цене, нужно, чтобы в этот район вложили несколько миллиардов злотых, желательно. Тогда это как-то повлияет. А меньшие инвестиции, типа открыть больницу, открыть какой-то British School, открыть что-то в этом, построить, не знаю, там, бассейн еще какой-то. Много садиков сделать. Много садиков. Это тоже лид-магнит. Ну, это не сильно повысит, на самом деле. Не сильно повысит привлекательность района и особенно цены на этот район. Это может повысить в цене микрорайон или какую-то улицу. Короче, все, что в радиусе 500 метров. Но точно не весь город и точно не весь большой район, да. Можно смотреть, не знаю, если по мелкому, можно смотреть на какие-то парки, дома культуры, что-то такое, что людям важно. И тоже в радиусе 500 метров недвижимость там постоянно будет сильно расти в цене, потому что просто парков мало. И всегда спрос на это жилье большой, и недвижимость в целом там дофига стоит, на самом деле. Из важных моментов Из фундаментальных. Из фундаментальных, та же транспортная развязка, да, то есть мы говорили про просто огромный поток людей, которые первый пункт контакта с Варшавой, это будет Урсус, да, с Баранова. Но есть же еще метро, а метро — это вот как раз одно из основополагающих факторов на рост цены, потому что вот Бемово, Воля, Таргувек, Прага — это районы, которые очень сильно выросли в цене по сравнению с другими, только за счет того, что открыли вторую линию метро. Будет третья линия метро. Она будет заходить от Рондо-Ветрачна, дальше там южной частью Праги и доходить до Макотова. Через район Щекерки, через там Щельце, вот эту всю историю, она будет заходить. И ее планируют начать строить уже через 4 года, в 2028 году. Как только первая лопата зайдет в землю, сразу там плюс 20% в этом районе. Так будет. Так было и так будет. Потом есть 4-я линия метро, на самом деле. И ее тоже запланировали. Она будет идти параллельно первой, и только где-то на севере... Параллельно красная? У нас красная первая? Первая синяя. То есть та, что идет с юга на север и наоборот. И она будет идти параллельно, только больше по Воле, да, по части Воли. Потом где-то на самом верху заканчиваться и дальше уходить на Белоленку. И смотри, она будет запущена не так скоро. Только в 2027 году закончится планирование, проектирование. Ну и потом еще какие-то там работы. То есть это, условно, наверное, лет 10 еще займет. Если не будет каких-то переносов и так дальше. Нам же интересен рост цены не на год, на 2, потому что это в целом какая-то спекуляция, которая мало что даст. Если мы говорим про долгосрочные инвестиции, типа на 10, на 20 лет, на 30 лет, потому что все многомиллиардные проекты — это в целом инвестиции на года, да? И вот, например, одна из очень крутых инвестиций, которая уже начинает на самом деле строиться, это инвестиция FSO Park называется. В чем прикол этого объекта? Это проект, во-первых, на 25 лет, потому что оно поэтапно будет строиться все 25 лет. Это 62 гектара. Не знаю, ты умеешь в голове представлять себе гектары? Да, я умею. Угу. Это очень много. Это очень много. Это... Так, и что это будет? Это парк? Нет. Это... Просто название парк? Да, это огромнейший ЖК, который будет строиться там в 10 этапов условно. Такой мини-город. На 12 тысяч квартир. Там будет больше 10 школ, а там будет огромный парк внутри этого ЖК, и 20, а то и больше тысяч человек обретут жилье в этом И где это будет? Еще раз, в каком... Смотри, это будет вот самое начало Белоленки, как только она начинается, на месте завода по производству автомобилей FSO. Вот Deo Lanus, знаешь автомобиль? Вот это там делали. Вот. 62 гектара. Да, 9 застройщиков скинулись деньгами, потому что им не хватило выкупить эту землю самостоятельно. 9 застройщиков скинулись деньгами и будут вот это все дело вместе строить. Для понимания масштаба, если это 10 школ, да, то смотри, я из города Энергодар, Украина, Запорожская область. И у нас в городе где-то 60 тысяч человек. Чтобы обеспечить школами такой объем людей, нужно было 7 школ. И эти 7 школ были забиты под завязку учениками, то есть условно в 7 классе у тебя был 7 класс, и там был А, Б, В, Г, Д, Ж, З, и это в одной школе.
То есть примерно это и есть вот эти вот, если у нас было 7 школ, то это 10 школ, как вот они посчитали, да? То есть это целый город. Это собираются Да. построить город, в котором вот я Город жил. внутри города, да, микрорайон огромный. Много микрорайонов, которые строят, больших ЖК, их называют там второй Виланов. Вот там все второй Виланов. Да, Вот это еще один очередной второй Виланов будет. Да. Примерно Окей, так. Классно, интересно. И смотри, вот именно постройка такого объема, она может увеличить стоимость вообще недвижимости на всем районе. Но при этом, смотри, Бялоленко — это место, где это единственное место, где я до сих пор вижу кабанов. Это огромнейший район. На самом деле, Там просто кабаны Бялоленко, постоянно она бегают. как пол Варшавы. То есть это просто огромнейшая территория. Там есть такая урбанизированная достаточно участки, да, этого поля и леса. А есть до сих пор, да, поля, леса, то есть там где-то такая на ушибе далекая, там олени бегают, кабаны бегают, то есть там прям природа цветет и пахнет. Кто-то любит, кто-то покупает ее, потому что у него не хватает денег на ближние районы, но за счет, она же дешевле, за счет Сколько того, что сейчас далеко. там стоит квадратный метр, либо условная однушка на 40 квадратов? 12. Смотри какая, вот та, что подальше, на ушибе, там до 12 тысяч можешь что-то найти. Та, что такая более урбанизированная, мы там даже за 17 тысяч квартиру продали. Я был очень удивлен, что люди готовы за этот район, за этот ЖК платить такие деньги, потому что ты можешь там почти в центре взять. За 17 тысяч, да. Да, за квадрат. А вот так вот. Там классный ЖК, люди хотели, там, вот они вот увидели, что они там будут стареть в этой квартире, и вот и они захотели, они купили. Но в целом 12-13. Это нормальная стоимость вторички. До Бялоленки сюда, до центра, на машине, без пробок. Час. Ну, с пробками сколько? Я даже не знаю. Смотря тоже с какой части, но 45-60 минут вот прям запастись. Надо без пробок, да. По светофорам, вот, через мост. Да. проехать. Да, далековато. Да. Ну, просто, чтобы люди Там, понимали. там все есть, тебе не сильно надо оттуда уезжать. Если ты работаешь в центре, это не лучший район. То все, конец. Да. Но в целом, если там просто живешь, у тебя там место работы, или ты удаленно И работаешь. место жизненных интересов. Да, Да, все есть на самом деле. То есть там, что тебе надо для жизни? Ну, школа, Там всё садик есть. для детей. Конечно. Бедренка, там, магазин. Да, и бассейн, и всё. парки, лес, и торговый центр, все абсолютно есть. То есть, как бы в этом плане все нормально. Но если ты хочешь гулять в центре или пить пиво на броварах, то да, тебе придется там 1,5 часа в одну сторону херячить. Окей. А Что еще по районам? по районам, да, вот построй- то, что хотел сказать. То есть, вот такие большие инвестиции, они могут поднять стоимость района. И в целом все, что поднимает престиж района, тоже может поднять стоимость. Например, Прага полудня, Прага Пунац — это те районы, которые всегда пользовались меньшим спросом из-за когда-то высокой криминальности, из-за какого-то недоверия в эти районы, из-за того, что их мало развивали и так дальше. Но потом появляется у нас Конесер Праски, очень красивый. По моему мнению, самый красивый объект в Варшаве, если сравнивать его с вот этими отреставрированными типа Нарблина, типа Бровара, Электровня. Конесера самый красивый, самый большой, самый интересный объект, и он на Праге. Все вокруг этого Конесера очень сильно выросло в цене. Порт Праски, невероятно красивый ЖК, наверное, тоже один из самых-самых красивых вот таких. И недавно достроили Богемию, и Богемия, наверное, переплюнула и одного, и второго. Это такие, знаешь, жемчужинки, в которые ты заходишь, ты оттуда вообще не хочешь выходить. Это настолько красиво. Это такой промышленный лофт, высокие потолки. Там в самих квартирах или... Да, и в самих квартирах тоже. Или типа То есть во входной это группе? вот. повышенный стандарт, просто в целом повышенный стандарт этих квартир идет. Все такое, знаешь, в красивом оранжевом кирпиче с черными окнами, вставками. В общем, там какие-то сохранены обязательно элементы исторические, типа на Богеме есть труба высоченная, на Конесере там есть какие-то элементы с прошлой вообще жизни этого объекта. Музей там вообще построили, там водку варили вообще на этом объекте. То есть вот такие моменты, они за счет этого, за то, что они там есть еще другой ЖК типа Сохо, Сохо, я слышал. да, вот они поднимают в целом узнаваемость этого района и уже добавляют какой-то престижности, потому что сам Конесер не смог этого сделать, но когда их появилось несколько, все такие, что-то эту Прагу отстраивают.
что-то она как будто бы вторую жизнь получит, да. Если ты прогуляешься от порта Праскова, потом идет КНСР, потом Сохо, потом Богемия, ты сделаешь несколько километров этой вело- или пешепрогулки, ты офигеешь от красоты Праги, оказывается. Там на самом деле круто. И вот эти моменты, они меняют осознание вообще города. На них стоит обращать внимание, потому что для инвестора, если мы говорим про для инвестора, где вырастет цена, или для условно такого инвестора пассивного, что я просто куплю пожить, А там, если что, вдруг захочу... там, если что, в вдруг подорожает, или вдруг надо будет поменять, я и так Да. заработаю, да, такой пассивный инвестор, условно. Не специальный инвестор, случайный инвестор, то для него это же тоже, на самом деле, очень-очень даже удобный триггер, да. удобный триггер. Единственный вопрос, который мы всегда задаем клиентам, вот смотри, есть вот типа КНСР или другой красивый объект, есть напротив него какая-то старая панелька. И вот вопрос, ты хочешь купить квартиру в этом новом ЖК красивом, но из окон смотреть на старую панельку, или хочешь купить квартиру в старой панельке, но каждый день из окон смотреть на это красивейший ЖК? Вот тут надо выбрать, потому что цена в 2 раза отличается. Ну и внутри понятно, что по сожжению тоже разное. Да? Там ты... Ну да, входная группа, там... Я жил угоднение, да. в Кракове, в таком районе, Вишляной террасы. Мгм. Это тоже там, ну, в топ-3 ходит комплекс. Это даже не район, а просто комплекс. Мгм. Там были Вишляные террасы 1.0, и потом, пока мы там жили за 4 года, они построили Вишляные террасы 2.0. И это прям футуристический проект, даже, я думаю, по меркам Варшавы. То есть там как они из мрамора, да? Мраморный пол, мраморные колонны. То есть для Варшавы это типа такой шик. Люди приходили туда на экскурсию. Там они так сделали по-хитрому, что максимально сделали такую застройку, чтобы все вовнутрь, чтобы они все в Вишляных террасах смотрели типа друг на друга. Мгм. Но все равно, да, те внешние как бы квартиры, они смотрят на Рондо-Жигужецке, а на Рондо-Жигужецке ты смотришь на Рондо, на машины и тупо на 5-этажное здание 80-х годов. Важный вопрос, можно ли как-то об этом узнавать? Вот как людям наперед, кроме нашего видео, да, еще можно об этом узнавать? Что им читать, куда смотреть? Мгм. На самом деле, я бы оставил просто список литературы, газетные издания, онлайн-издания, которые профильно пишут про эти проекты. Там можно много чего узнавать. То есть в Некоторые из них описании- платные, некоторые из них бесплатные, а те, что платные, не стоят супер больших денег. Но это те издания, которые в первую очередь про это пишут, ты будешь знать про это. И, конечно же, план городостроения Варшавы. Он так и называется «План загосподарования прzestrzennego». Ты просто вбиваешь это в Гугле, первый сайт заходишь, там и карта есть, и на этой карте будет обозначено, что, где, когда будет меняться. И по каждому району дофига статей, что в ближайшие 20 лет Варшава хочет делать с каждым из участочков. Улицы, да, даже ты Да, говорил. да, по улицам, по участкам маленьким и по вот таким вот моментам. Ну-ка. Да. Давай ставим в описании какие-то ссылки людям, да? Конечно, да. Туда будут ссылки в описании, ребят. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.